20 октября, время 7:44. Снова камера плохо записала звук. Похоже, все-таки сырость плохо переносит, так что приходится перезаписывать. Сегодня планирую выехать в сторону города Нумадзу, который находится на берегу залива, и дальше ехать вдоль береговой линии на запад. Основную высоту я вчера уже набрал, сегодня предстоит в основном спуск. Все еще дождик капает, мелкий. Надеюсь, скоро это закончится. Не хочется ехать под дождем. Здесь чьи-то огороды, вон там дома. Вон мой велосипед стоит, кстати. Я его чехлом накрыл и среди деревьев поставил. Вчера сильный ветер прогнозировали. Такие японские деревья. У нас такие не водятся. Лианами вон все заросло. Это криптомерия японская. В народе ее называют японским кедром. А на самом деле к кедрам она отношения не имеет. Она относится к семейству кипарисовых. А здесь какая-то площадка вроде парковки. Но здесь никого нет. Ни вчера вечером никого не было, ни сегодня. И какая-то просека уходит вот сюда, в лес. И здесь тупик. Вот здесь я палатку и поставил. Холодно сегодня. Плюс 10 на термометре. Но может потеплеет скоро. Дождь вроде немножко закончился, но что-то пока еще такие. Вон они все над горами висят. По прогнозу уже вполне должно быть хорошая погода. Нельзя никому верить. Сегодня еду быстро. Ветер попутный, так еще и спуск преимущественно. Так километров, 30, наверное, будет. Вон тут все скалы из вулканической породы. Рыхлая, пористая, как пемза. Камни. Фудзи-сан рядом, только ее отсюда не видно. Погода сегодня такая. Фудзи показалась из-за облаков, наконец, ближе к вечеру. Ну, и куда же ведет эта дорожка? Так, ну и это дамба. На дамбу надо подняться где-то. А что подниматься? Вот здесь можно пока проехать. Так, ладно, уже там маршрут пересчитывать. Тут уже и так все понятно. Залезаем. Ну, запрыгиваем. Оп-оп-оп-оп-оп. И вот он, Тихий океан. Ха! Все, теперь я еду здесь, как минимум несколько десятков километров, и ветер попутный, что еще надо? Что это вы сюда? Тоже собрались тут ехать? Не, здесь лучше на велике. А вот сам собственной персоной показалось.
конец. А вон там полуостров Изу. А тут заливчик такой с западной стороны от него. Я на этот полуостров в прошлый раз ездил немножко, в этот раз не заезжал, объехал с севера. Вон оттуда, откуда-то объехал. Через горы. А вон Фудзисан. А я вот туда поеду. Уже солнце заходит, а я еще еду. Уже 15 километров пролетел, даже не заметил. Как успеваю объезжать вот эти. Оп. Главное не промахнуться. Залез на такую башенку, смотровую площадку под винтовой лестницей. Тут написано даже, что видно отсюда, вот гора некая Ашитака. Вон там должна быть, не знаю, какая из них. Ну, а вот здесь должна быть Фудзисан, если сюда смотреть. Но ее не видно по метеорологическим причинам. А там Тагонаура порт. И отсюда виден полуостров Изу. А вон он. Что тут написано? И так подставочка стоит, чтобы фотографироваться. Сюда ставится камера, либо телефон. И можно себя фотографировать. Как-то так вот оно. Там мужик что-то фотографирует, не фотографирует. Не знаю, что он ждет. Пойду спрошу. В общем, тут с дедом-японцем фотографируем комету. Еще пока недостаточно стемнело, но возможно что-нибудь увидим. Погода пока позволяет. Невооруженным глазом я ее так и не увидел, но получилось сфотографировать на телефон с 16-секундной выдержкой. Хоть и не профессиональное фото, но от бюджетного телефона что еще хотеть. Скейтбордистам не спится. Уже время 21 час. Я в городе Фудзи, в Центральном парке, расположусь под деревьями возле пруда. Поставил палатку. Видно, не видно. Может и не видно. Ну и не надо. Чем меньше видно, тем лучше. Я думаю, что спокойно. Там эти скейтбордисты все еще буянят. Ну, я думаю, скоро они тоже уже разбегутся по домам. Ну все, спокойной ночи. Надеюсь, что кто меня тут пинать не будет среди ночи. Ну все, до связи. С 1 октября, время 6 утра, я проснулся, собрал, немножко собираю вещички потихоньку. Ночевал я вот здесь в парке, в центральном парке города Фудзи, на берегу пруда. Кстати, никого нет сегодня, почему-то пенсионеры не пришли на утреннюю разминку. Зато допоздна вон там эти скейтбордисты громыхали своими скейтбордами. Молодежь, не спится им. А вон там она, собственной персоной, гора Фудзи. Вот такой тут пейзажик. А вон там моя палаточка. Как пейзаж красивый, надо пофотографировать. Забрался на мост с красивым видом. О, как отсюда видно гору. И там все фотографируются тоже. Ну я тоже автопортрет сниму.
Это река Фуджи. Широкое русло. Наверное, когда-нибудь весной тут она повыше разливается. Все, выезжаю из города Фуджи, переправился через реку, там еще кусочек города остался. И дальше вперед на запад. Решил заехать в торговый центр, в супермаркет, там что-нибудь купить съедобного. Тут аж глаза разбегаются. Куда идти? Что-то я в замешательстве. Сейчас будем выяснять, где что почем и вообще что продается. Из всего этого я только Макдональдс знаю. Сижу на парковке с видом на Фуджи-сан. Сижу, жую, подходит дев. Еще выдал мне какое-то японское напитка и пакетик с неведомой фигней с Хоккайдо. Ну, что-то, какие-то сладости. Какая-то дыня с Хоккайдо. Ну вот, увидел иностранца, туриста. У меня это солнечная зарядка, телефон там заряжается. Ну вот, что ты сюда паркуешься? Не, ты не сюда паркуешься, ну ладно. Ну так вот. Все, пора ехать дальше. Хватит уже сидеть, обедать там, отдыхать. Иногда пора и педали покрутить. Сейчас еду в Шидзуоку. Сколько километров, не знаю. Может, там до 20-ки. Ну, в общем, я думаю, время много не займет. Трасса прямая почти. Без больших подъемов. Я пытаюсь найти выход к дорожке, которая идет между этих двух трасс скоростных. Где-то, возможно, она здесь, но я не помню. Буду искать. Тут хорошая дорожка на велике ехать, чем там где-то. Как обычно, ничего не понятно. Переехал через трассу. Вон какой-то мостик переходной, пешеходный. Вон слева вроде какая-то есть. Нет уже. Было вроде что-то. А, вон там, после моста начинается. Все. Перебираюсь на ту сторону и еду. Это то, что мне нужно. Это трасса номер 1. А там скоростная магистраль. А вот там еще железная дорога. Это называется Токайдо. Дорога от Токио до Осаки. Вернее, до этого. Ой, как же он называется-то? Киото. Вот. Старинный путь.
давно известен, исторически был популярен по понятным причинам между двумя столицами. Ну и вот, и сейчас можно воспользоваться. Удобно вдоль моря, не надо через горы перелазить. Кое-где надо, конечно. Там туннели делали, где совсем плохо. Где не совсем плохо, так переползали. Вот так вот я и поеду. Вот это мне нравится. Они все там, а эти там, а я здесь. Красота! Еще и ветер попутный. Все, бомбим. Хамамацу 98. Заросли, заросли. Хоть бы иногда подстригали свои дороги. Совсем зарастут. Искупался, чешусь. Пока погода хорошая, надо пользоваться. Одна железная дорога. Вон там вторая, а вон там сверху мост с шинкансенами. Сейчас отсюда будет ехать. Ну давай уже, едь. А вон там еще один поезд едет. Ну здесь это, вон Шинкансен, а вон там еще сейчас поезд. Тут такая движуха. Да, не успели шлагбаум закрыть, вон еще поезд. Сейчас все поезда поснимаем. Ну ладно, хватит. Вон там слева шинкансены ходят, а здесь вот обычные поезда ходят. Целых 3 линии каких-то. Тут движуха у них. Шинкансены каждые 2 минуты. А может быть 3. Ну иногда 5. Это вам не Штадлер, который в Минск. 2 штуки в сутки ходит. Кто-то едет. Не, это не Шинкансен. Это обычная электричка.
Каабе-Кава. Ну или просто Абе. Как там правильно переводить? Широченное русло. Почти полностью пересыхает. Ну, наверное, когда-то оно наполняется. Не просто так оно здесь такое. Когда-нибудь весной, когда большие дожди, вот там с гор. Вот все туда, в океан. Океан впадает вот там. Я поехал дальше. Уже даже и до Нагои не так далеко осталось. Но сегодня мы пока туда не едем. А едем мы в интересное место. Я надеюсь, там не закрыто. В темноты успею. Это Уцуноя. Место известно еще, вон даже написано 700 года нашей эры. Это участок старой дороги от Киото в Токио. И здесь есть старинный туннель 1876 года постройки. Ну, тут все по-японски, конечно же. Изучим, разберемся. Пока пойду посмотрю, что еще здесь есть. Место старинное. Много всяких старых домов. Хотя не такие уж они старые. Все-таки тут уже переделали. Но выглядит все так по-японски. Вон как все интересно здесь. Надо пофотографировать. О, тут какие-то предвыборная кампания. Вы прибыли в пункт назначения Кутакайда, Шицуока. Ну, поехали посмотрим, как у них тут флажок. Такое все прям японское. Так, как дальше? Я здесь пройду, или надо вниз спускаться? Вроде можно как-то. Короче, мужик сказал, что надо вот сюда вроде ехать. Ну да, по карте, наверное, так и есть. Но придется еще попыхтеть в горку. Туннельчик там повыше где-то. Старинный. Конечно, по-новому можно проехать. А я хочу по-старинному. Фух. А, вон он. Какие-то ремонтные работы. Интересно, он не закрыт? Сейчас меня развернут. Скажут, нафиг тут туристы понаехали. Ух. Не, это какой-то новый. Это все-таки что-то поновее. Там где-то есть старый. Так, вот указатель. Из всего этого я понимаю только слово «тоннеру». Что значит туннель? Ну, наверное, это оно. Ну, тут даже указатель поставили. Значит, правильно еду. Мэйджи. А, Мэйджи, это канджи читается. Все понятно. Это эпоха Мэйджи. Какой там император был в конце 19 века. Вот его Мэйджи звали. Ну и эпоха в его честь названа. Каждый император своя эпоха. Сейчас не помню, как называется. То ли Рейва, то ли Хейва.
О, вот он. Так, с 17 до 6. Ночное время. Выключается свет с 17 до 6. Понятно. Ну, тут посидеть можно. Тут даже палаточку можно поставить. Ну, сегодня я, конечно, еще планировал проехать некоторое время, некоторое расстояние. Рановато еще палаточку ставить. Так, что у нас тут? Информация всякая разная. Ой, да тут целая целая схема. Проедем по старинному туннелю эпохи Мэйдзи. Кстати, какая-то табличка висит. О, красный кирпич глиняный. И тишина. Только вода с потолка капает. И ни одного человека, не то что туриста, вообще никого. Что, выходим на свет в конце тоннеля, пока он там еще есть. В конце тоннеля этот свет. Уже скоро его и не будет. Сеточкой все закрыто, дабы не осыпалось и камни на голову не падали. Вот здесь в дождь бы было скользко на этих листьях. Так, кто мне скажет, куда мне дальше ехать? Так, дорога, туннель. А там чего? А туда? А, нет, туда можно. Только я не знаю зачем. Да, нам налево не надо. Нам надо все-таки прямо. Да и наверх подниматься не очень-то хочется. Все. Полагаю, нам вниз. Перевал я уже перешел. Высоты набрать. Думал, как лучше ехать в сторону Хамамацу, напрямик через горы или по побережью, но там придется мысок огибать. Поеду, наверное, по побережью. Неохота мне еще 450 метров корячиться вверх. По расстоянию там километров на 30 разница. Так 90, а так 60 что-то. Наверное, лучше объеду я через Амуязаки. Да и, как показывает практика, по побережью как-то оно приятнее ездить, интереснее там. А то в горах там, во-первых, ни черта не видно по сторонам, обзора никакого, узко. Еще и палатку поставить негде. Так что еду. Буду смещаться в сторону моря опять. Потихоньку.
как эти японские школьницы наваливают на великах. Я так быстро не могу. Она на обычном с корзинкой фигачит. Только в путь. Обычно ночью ехать как-то настроения особого нет. Темно, ничего не видно. Совсем тоскливо. Сегодня вот ветерок попутный, так хорошо едется. Даже было классное место, где можно остановиться, палатку поставить, но я решил, что рано еще. И погода сегодня хорошая, тепло. На термометре 19,6. А это уже 7 часов вечера. Уже 2 часа как солнце зашло. Такие дела. Не, классно. Навигатор ведет. Еду по ветру. Просто одно удовольствие. А куда? Направо? Хорошо, поехали направо. 80 метров резко поверните налево. Все, так и сделаем. Как скажешь. Так, время 20:15. Нашел какой-то такой интересный парк, не парк. Ну, по крайней мере, тут территория с дикорастущей травой. Ну да, там вон детская площадка в стороне. Какие-то дома, я так понимаю, жилые. Или какие они там. Ну и здесь я оборудуюсь на возвышенности. Но ветерок сегодня, да. Что еще сказать? Доехал я сколько за сегодня? 86. Место мне нравится.